Всем привет, нас зовут Зира и Зарема Мустафаева, мы крымские татары. Наша родина Крым, а Крым, кто не знает, это Украина. Мы считаем нужным начать вести этот блог о нашем наследии, о нашей культуре, блог про историю нашего народа, потому что кто, как не мы. Сегодня мы хотим ответить на самые часто задаваемые вопросы к нам, как крымским татаркам. И кто знает ответы лучше тех всех пророссийско и просоветско настроенных недоблогеров, пророссийских и просоветских нардепов и политиков нашей страны, Кухонных политических псевдоисториков, крымских казаков и, конечно же, всей российской пропаганды, которая велась с тех пор, как в голову полковника Потемкина не влезла мысль о том, что Крым нужно загрести любой ценой жизни невинных людей, целого крымско-татарского народа. После того, как Россия захватила Крым в 1783 году, стал появляться миф о том, что крымские татары – выходцы из Золотой Орды. Представляете? Фальсификаторы за исходную точку происхождения крымских татар стали брать события, взятые с артынским периодом. Но в действительности это был всего лишь этап многовекового сложного исторического процесса. Основанием для подобного утверждения послужил этноним «татары». А это самое большое заблуждение. Именно с 1783 года Россия стала активно переписывать историю Крыма на свой лад, замалчивая факты существования крымско-татарского народа в Крыму. Это история крымского ханства, которое существовало 3,5 века в Крыму, правление 50 гераев, сменявших друг друга, скрывая правду за 7 печатями. Но, как говорится, правда в огне не горит и в воде не тонет. И мы вам это докажем. Как бы ни пыталась российская пропаганда опровергнуть автохтонность народа, факты говорят об обратном. Россия ведет активную пропаганду против крымско-татарского народа до сегодняшнего дня. Даже сегодня, вводя в Google запрос «крымские татары», можно увидеть, как неустанно день за днем российская пропаганда гибридно выдумывает и масштабирует историю о крымско-татарском народе. Явно видно одно, что Крым в 1783 году вошел в официальную российскую историографию, а затем советскую и до сегодняшнего дня тиражируется в научную литературу. Это редчайший случай, когда наука пересекается с политикой, где так усердно пытаются стереть крымско-татарский народ с лица земли, замалчивая историю и переписывая ее на свой лад. Знаете, почему она так рьяно пытается стереть крымских татар? Потому что для признания прав народа на его территорию считается достаточно проживания нескольких поколений и системы международных соглашений, в которых это право признано и зафиксировано. Именно крымский хан Менгли-Гирей в 1502 году разбил последнее ордынское ханство шейх Ахмета и вместе с ним все монгольское войско. Для справки, именно крымское ханство существовало 3,5 века, находясь между тремя империями одновременно – российской, османской и золотоордынской. Правителям Крыма требовалось немало мудрости и умения, чтобы выстоять между ними в качестве самостоятельного государства. Данные факты говорят только об одном, что крымские татары априори не могли быть из Золотой Орды. Все, о чем мы рассказываем в нашем блоге, все ссылки на источники есть и будут в описании к этому видео. Научные подтверждения, используемая литература, авторы, археологи, архивные документы. Нас зовут Зира и Зарема Мустафаева. Мы крымские татарки. Наша родина Крым, а Крым это Украина.